Привет! Я сделала очень редкую пожарную машину из советской глубинки. И я всегда боялась приступать к работе над такими автомобилями, ведь опыта в работе над пожарными машинами у меня не так много, и это довольно сложный в покраске образец техники. Но я с этим сегодня разберусь. Меня зовут Даша, вы на канале Dasha Models, и мы строим советский пожарный автомобиль. Начала я работу над моделью со сборки. Модели от ТВД собираются весьма просто, тут даже инструкция не нужна. Все детали логичные, и единственное, когда я посмотрела в инструкции, это была работа над специальным пожарным оборудованием. Окраску я начала с грунтовки. Конкретно эту модель я буду грунтовать грунтом Атомо. Он, кстати, неплохо сцепляется и с пластиком, и с металлом. И начну окраску я с грунтовки рамы, кабины и пожарной надстройки. А далее я окрашу в черный цвет раму, и для этих целей я использую черную краску от фирмы Gemscale. У нее присутствует приятный легкий блеск, то, что и нужно для рамы, а потом этим же черным цветом я нарисую тени на кабину. И эта процедура служит для двух целей – создание искусственных теней и превентивная окраска труднодоступных мест. В частности, я внимательно черным прокрашу радиаторную решетку газика. И то же самое я сделаю со специальной пожарной надстройкой. Окрашу нижнюю часть и пространство в промежутках между деталями. Модели пожарных автомобилей – нечастые гости на моем рабочем столе, но несколько прикольных экземпляров я все-таки решила собрать. И самым первым стал вот этот вот пожарный брутальный автомобиль на базе грузовика МАЗ-200. И вместо традиционной цистерны на нем установлен реактивный двигатель от МиГ-15. Этот агрегат нужен грузовику не для участия в фильме «Форсаж», а для тушения особо сложных пожаров своей реактивной тягой, своей струей. Например, их используют для ликвидации пожаров на предприятиях нефтехимической промышленности или же на газопроводах. А вторым автомобилем огнеборцев стала буханочка в 43-м масштабе от фирмы «Звезда». И такие автомобили часто используют в качестве мобильных штабов для координации работы нескольких пожарных расчетов на сложных пожарах. А третьим пожарным автомобилем стал вот этот шикарный ЗИЛ-131 в 35-м масштабе от фирмы ICM. И модель, да и сам прототип просто сногсшибательны. Особенно меня порадовала надпись на двери, определяющая принадлежность машины Сергию Посаду. И она выполнена в стилизованном русском стиле с фрагментами храмов. Именно такой надписи на пожарных автомобилях я еще никогда не видела. И, кстати, многие используют этот грузовик в диорамах про первых пожарных расчетов, которые прибыли на тушение пожара после взрыва Чернобыльской АЭС. Но это не совсем верно, так как первыми туда прибыли именно цистерны на базе ЗИЛ-130. И это было верно показано в сериале «Чернобыль» от HBO и также в фильме «Чернобыль» от Данилы Козловского. А вот на такой брутальный автомобиль мне удалось забраться в парке «Патриот» на открытой площадке. Правда, этот экспонат выглядит не самым потребным образом. Видимо, просто за ним не ухаживают. А купить модели пожарных автомобилей можно в магазине «Модельная лавка», и для этого вам стоит поторопиться, так как модели техники огнеборцев быстро разбираются. А если вы делаете свой заказ впервые, то используйте вот этот промокод, и у вас будет скидка в 500 рублей. Промокод и ссылочка на магазин есть в описании к видео. И настал черед окраски автомобиля в основной цвет. Это пожарная машина, и значит она должна быть красной, ведь это логично. И тут я хочу немножко погрузиться в теорию окраски подобных моделей. Если вы работаете над моделью советского или российского пожарного автомобиля, то нужно знать некоторые нюансы. В Советском Союзе было два ГОСТа на окраску пожарной техники. Первый мы условно назовем старый. Он предусматривал окраску автомобиля в темно-красный цвет. И я бы даже назвала его вишневым. Так, например, как этот ЗИЛ, который я увидела на слете моторов войны этим летом. И обратите внимание, что на этой машине нет полос и даже характерных надписей. А в 1975 году был принят ГОСТ, согласно которому с 1 января 1977 года пожарная техника должна была быть окрашена в красный цвет с белыми контрастирующими полосами вдоль кузова на капоте и на задней стенке. И в белый должна была быть окрашена передняя дверь. И чтобы определиться, в какую схему окрашивать конкретную пожарную машину, вам стоит определиться со временем, когда изготовили конкретную машину. В частности, пожарные машины такого типа выпускали уже ближе к концу эпохи Советского Союза. И по старому ГОСТу такая машина не могла быть окрашена, так что придется мне делать белые полосы. А делать я это буду при помощи малярного или модельного скотча. И я ориентируюсь на фотографии реального прототипа, чтобы понять ширину полос. Для маскировки я использую модельный скотч от фирмы Machete. И забавно, что с уходом Тamiya с российского рынка у нас особых альтернатив этому скотчу нет. Но будьте с ним очень аккуратны. Есть вероятность, что при снятии он может и снять немножко краски. И чтобы минимизировать этот риск, я рекомендую вначале наклеить скотч на коврик для резки. И только потом наклеивать его на модель.
Ну а после того, как скотч приклеен, можно окрасить нужные места в белый цвет, просто задуваем и все. Особых художественных эффектов тут применить и негде. А после проведения этапа нанесения полос, особенно при работе с такими сложными геометрическими формами, всегда возникают недокрасы и моменты, где белая краска появилась там, где ей не следовало бы быть. Так что мне придется вручную при помощи кисточки подровнять некоторые моменты. А работа над моделью – это отличный повод разобраться в истории назначения прототипа. Давайте разбираться, чем примечателен этот пожарный автомобиль. Внимательный зритель уже, наверное, обратил внимание на то, что у этого газика стандартная, то есть однорядная кабина. Обычно у пожарных автоцистерн двухрядная кабина, что позволяет с собой возить полноценный пожарный расчет. Но двойная кабина съедает место для размещения запаса воды, ведь длина рамы одна и та же. И если в городских условиях запас возимой воды с собой не сильно принципиален, в городе есть много мест, где можно подключиться к водопроводу, то в сельской местности или в удаленных районах нужно с собой возить как можно больше воды. Иногда подобные машины называют, кстати, упрощенными. А производство пожарных автомобилей такого типа началось во время начала заката СССР. Поэтому такие машины в основном и присутствуют в пожарных частях на территориях Российской Федерации. Реже их можно встретить и в Беларуси, или в Украине. И, кстати, интересный факт, что после списания многие из них трудились на аварийной службе на городских водоканалах, благодаря своей большой цистерне. И также я рекомендую подписаться на мои другие социальные сети. Например, в ВК сейчас проходит новогодний розыгрыш, а принять участие в нем может любой желающий. А в Дзен-канале каждый день выходит видео об истории техники и о моделизме. И чтобы не заблудиться во всем моем многообразии контента, я также рекомендую подписаться и на мой телеграм-канал. А еще у меня есть Рутюб на случай фокусов от YouTube. Ссылочки на все ресурсы есть в описании к видео. Вручную прокрашу элементы пожарной надстройки и сидения в кабине. И делаю это я при помощи красок от ACM. Добиваю досанкционные остатки. И также вручную я прокрашу световые приборы и бруски на крыше. Если честно, я не знаю, для чего нужна эта деталь. Может, мне эксперты в комментариях подскажут. И окрашу маркером цвета хром от Jim Scale, отражающие поверхности основных фар. Я их заранее окрасила из аэрографа в черный цвет. А вообще пожарные автомобили смотрятся крайне брутальными и красивыми. И с этим сложно не согласиться. Они всегда притягивают взгляд. Например, прогуливаясь по Сочи прошлым летом, я заметила цистерну на шасси грузовика «Урал». И я сразу решила сфотографироваться с ним, насколько это было возможно. А любители пожарной техники не могли пройти мимо крутейшей выставки на ВДНХ в музее гаража особого назначения, во дворе которого были выставлены на обозрение пожарные автомобили различного назначения. Там были и пожарные лестницы, и цистерны, и даже УАЗик МЧС. И сама выставка получилась довольно насыщенной. И о ней надо было сделать как-то полноценное видео, но у меня никак не доходят руки. А гвоздем этой выставки, кстати, был пожарный ЗИЛ-130, модель которого совсем недавно вышла у фирмы АВД. А теперь время смывки. Поскольку это пожарный автомобиль, то он по определению не должен быть слишком грязным. Смывку я сделаю очень аккуратно и точечно, чтобы не развести лишней грязи, а лишь немножко подчеркнуть рельеф модели. Для красно-белого цвета уместно использовать черную смывку. Она вполне универсальна. Я убираю излишки либо кисточкой, смоченной в White Spirit, или же просто пальцем. И я давно боялась приступить к работе над пожарными автомобилями. Меня пугала сложность их окраски, особенно с нанесением белых полос. И поэтому у меня скопилось несколько коробочек, которые ждут своего часа. Например, вот этот полноприводный КАМАЗ. Благодаря своему внедорожному предназначению он смотрится весьма внушительно и по-боевому, что ли. А также у меня на очереди два Урала. Мне больше всего понравился вот этот вот с поздней мордочкой, с такой длинной кабиной. И его надо будет тоже как-нибудь собрать, но он подождет своей очереди. А еще недавно у меня появился вот этот ЗИЛок от АВД и тоже в виде такой автоцистерны. И работу над какой моделью вы бы хотели увидеть в первую очередь? Напишите об этом в комментариях. Мне тоже интересно. Я тоже не знаю, с какой первой начать. А, кстати, недавно у АВД вышло еще несколько моделей пожарной техники. Например, автолестница на шасси того же газончика. Автолестниц я, например, еще вообще ни разу не собирала, поэтому довольно интересно модель выглядит. А теперь я прокрашу в синий цвет мигалки или же специальные световые огни. Чтобы они смотрелись натурально, я для этого припекаю к краскам по стеклу. Время нанести декали, и начну я с телефона вызова пожарной охраны. По ГОСТу, который приняли в 2000 году, на каждой пожарной машине должен красоваться телефон вызова. Также я переведу декаль с логотипом МЧС и обозначением пожарной машины АЦ, что означает автоцистерна. И название города, в котором работает этот автомобиль. Это Везники.
И до работы над этой моделью я и не подозревала о существовании этого населенного пункта. Интересно, среди моих зрителей есть жители этого городка? И вот такая машинка у меня получилась. Конечно, тут есть еще к чему приложить руку, но результатом я очень довольна. И теперь я смогу смело приступать к постройкам более сложных пожарных автомобилей. Увидимся в новом видео. До новых встреч. Пока-пока.